Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в путешествие по самым загадочным уголкам нашей планеты, чтобы раскрыть тайны древних цивилизаций, которые бросают вызов всему, что мы знаем о прошлом человечества. Мы поговорим о мегалитических храмах Мальты, подземном лабиринте Гипогей-Халсафлени и уникальном городе на воде – Нан-Мадоле, который называют Тихоокеанской Венецией. Эти памятники не просто древние руины – это свидетельство невероятных инженерных и астрономических знаний, которые заставляют задуматься, кем были эти люди, как они это сделали и почему их цивилизации исчезли. Погрузимся в эту историю, чтобы понять, насколько глубока и сложна может быть наша история. Начнем с Мальты, маленького архипелага в Средиземном море, который хранит одни из самых древних построек на Земле. Мегалитические храмы Мальты, такие как Джгантия, Хаджар, Ким и Мнайдра, были обнаружены в XIX веке, но их возраст ошеломляет – около 5600 лет, то есть они построены примерно в 3600 году до нашей эры. Чтобы вы понимали, это делает их старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Когда мы думаем о древних цивилизациях, на ум приходит Египет или Месопотамия, но Мальта – это крошечный остров, где, казалось бы, не было ресурсов для создания чего-то столь грандиозного. И все же эти храмы стоят, молчаливо храня свои тайны. Что поражает в этих сооружениях? Во-первых, масштабы строительства. Храмы возведены из массивных каменных блоков, некоторые из которых весят до 20 тонн. Представьте, никаких металлических инструментов, никаких подъемных кранов, только каменные орудия и, вероятно, деревянные рычаги. Как эти люди поднимали и устанавливали такие глыбы? Археологи предполагают, что они использовали катки из бревен или даже каменные шары, чтобы транспортировать блоки. Но это все равно кажется почти невозможным, учитывая размеры и точность, с которой камни подогнаны друг к другу. Еще одна загадка – астрономическая точность. Храмы ориентированы так, что во время солнцестояний и равноденствий солнечные лучи падают на определенные точки внутри, создавая световые эффекты. Например, в храме Мнайдра солнечный свет в день зимнего солнцестояния освещает алтарь с поразительной точностью. Это говорит о том, что строители не просто таскали камни, а обладали глубокими знаниями астрономии. Они отслеживали движение небесных тел, создавали календарь и, возможно, использовали храмы как обсерватории. Но зачем? Были ли это религиозные ритуалы, связанные с Солнцем, или попытка зафиксировать время для сельского хозяйства? Мы можем только гадать. Внутри храмов археологи нашли артефакты, которые добавляют еще больше вопросов. Самые известные – статуи так называемых толстых женщин. Эти фигурки, изображающие женщин с пышными формами, возможно, символизировали богинь плодородия или материнства. Но кто они? Были ли это божества, которым поклонялись, или портреты реальных жриц? Также в храмах обнаружены алтари и ямы, которые, вероятно, использовались для ритуалов. Некоторые ученые считают, что здесь могли приносить жертвы, возможно, животные, а может и что-то большее. Но никаких письменных источников у этой цивилизации нет, так что мы вынуждены строить гипотезы. Теперь давайте задумаемся о строителях. Кто они были? Генетические исследования показали, что люди, построившие храмы, не были предками современных мальтийцев. Их ДНК ближе к популяциям Сицилии или других регионов Средиземноморья. Это наводит на мысль о миграции. Возможно, группа людей прибыла на Мальту около 4000 года до нашей эры, принесла с собой знания и технологии и начала строить. Но откуда они пришли? И почему выбрали именно Мальту, остров, где почти нет плодородных земель и пресной воды? Еще более интригующей является причина их исчезновения. Около 2500 года до нашей эры храмы внезапно перестали использоваться. Цивилизация, которая их создала, исчезла. Что произошло? Одна из теорий – изменение климата. Средиземноморье в тот период могло стать суше, что сделало земледелие на Мальте невозможным. Другая версия – социальные потрясения, например, внутренние конфликты или вторжения. Есть даже гипотезы о природных катастрофах. Землетрясения или цунами могли уничтожить поселение. Но никаких следов массовых разрушений не найдено. Эта цивилизация просто растворилась, оставив после себя только каменные храмы. Теперь перейдем к еще одному чуду Мальты – Гипогею Халсафлени. Этот подземный комплекс был случайно обнаружен в 1922 году, когда рабочие копали фундамент для дома. Представьте их удивление,
когда вместо Земли они наткнулись на лабиринт комнат и коридоров, высеченных в скале на глубине до 10 метров. Гипогей — это не просто пещера, а сложная структура с залами, нишами и даже декоративными элементами, такими как спиральные узоры на стенах. Его возраст совпадает с храмами – около 5600 лет. Для чего использовался гипогей? Судя по находкам, это было место погребальных ритуалов. Археологи обнаружили останки более 7000 человек, а также керамику, украшения и те же статуи толстых женщин. Но гипогей – это не просто некрополь. Некоторые залы имеют странную акустику. Низкие звуки, произнесенные в определенных точках, резонируют так, что их слышно по всему комплексу. Это наводит на мысль, что здесь могли проводиться духовные практики, возможно, с использованием музыки или пения. Представьте жреца, который в полной темноте поет ритуальный гимн, а звук разносится по подземным залам, создавая мистическую атмосферу. Это могло быть невероятно мощным опытом для участников. Но вот что интересно. Гипогей был высечен с помощью каменных и костяных орудий. Как? Это же не мягкий песчаник, а твердый известняк. Чтобы создать такой комплекс, нужны были сотни рабочих и десятилетия труда. И зачем? Если это просто кладбище, почему оно так сложно устроено? Некоторые исследователи предполагают, что гипогей был местом инициации или даже прообразом подземного мира, куда отправлялись души умерших. Другие считают, что это был храм, где живые общались с предками. Истина, как всегда, где-то посередине, но без письменных источников мы можем только фантазировать. Теперь давайте перенесемся на другой конец света, в Микронезию, к загадочному Нан-Мадолу. Этот комплекс, построенный на коралловых рифах в Тихом океане, называют Тихоокеанской Венецией. И не зря. Нан-Мадол состоит из 92 искусственных островов, соединенных каналами, и построен из массивных базальтовых колонн, некоторые из которых весят до 50 тонн. Его возраст около 1000 лет, что моложе мальтийских храмов, но все равно впечатляет. Нан-Мадол впервые описал русский мореплаватель Федор Литке в 1828 году, но серьезные исследования начались только в 20 веке. И вот что поразительно. Строители Нан-Мадола не просто возводили стены, а создавали целые острова. Они добывали базальт на соседних вулканических островах, транспортировали его на плотах через океан и укладывали с ювелирной точностью. Это все равно, что построить город на воде без современных технологий. И для чего? Комплекс был разделен на зоны. Одна часть предназначалась для элиты, другая – для религиозных церемоний. Высокие стены защищали от приливов и, возможно, от врагов. Местные легенды добавляют мистики. Говорят, Нан-Мадол построили 2 брата-колдуна, которые использовали магию, чтобы поднимать камни. Конечно, это миф, но он отражает, насколько невероятным казалось это строительство даже для потомков. Археологи считают, что Нан-Мадол был центром династии Сау-де-Лёр, которая правила регионом около 1000 лет назад. Но, как и в случае с Мальтой, эта цивилизация исчезла. К XIX веку комплекс был заброшен. Причины? Возможно, внутренние конфликты, истощение ресурсов или даже изменение уровня моря, которое сделало жизнь на островах невыносимой. Если сравнить мальтийские храмы Гипогей и Нан-Мадол, мы увидим удивительные параллели. Все эти памятники демонстрируют невероятный уровень инженерного мастерства. Будь то транспортировка 20-тонных блоков на Мальте или 50-тонных колонн в Нан-Мадоле, эти люди обладали технологиями, которые мы до сих пор не до конца понимаем. Их знания астрономии, умение ориентировать здания по звездам и Солнцу поражают. И, наконец, все эти цивилизации исчезли, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. Что это значит для нас? Возможно, история человечества гораздо сложнее и древнее, чем мы привыкли думать. Мы склонны считать, что прогресс линейный, от примитивных обществ к современным. Но что, если древние цивилизации уже обладали знаниями, которые мы только начинаем переоткрывать? Что, если их технологии были не хуже наших, а просто другими? И самое главное, почему они исчезли? Были ли это природные катастрофы, социальные кризисы или что-то еще, о чем мы даже не подозреваем? Эти памятники не просто камни. Это послание из прошлого, которое говорит: мы были здесь, мы создавали великое, но что-то пошло не так. И наша задача – не только разгадать их тайны, но и понять, какие уроки они могут дать нам сегодня. Может быть, ответы скрываются в следующем открытии, которое ждет нас где-то под землей или в глубинах океана. Спасибо, что отправились в это путешествие со мной. Если вам понравилась эта тема, ставьте лайк,
подписывайтесь на канал и делитесь своими мыслями в комментариях. Что вы думаете о мальтийских храмах Инан-Мадоле? Есть ли у вас свои теории о том, кто их построил и почему они исчезли? Давайте обсуждать. А я уже готовлю новое видео о других загадках древности. До скорой встречи!